Всем привет! Сегодня будем делать букет из цветов. Вот это самосеянные цветы, не знаю, как они называются. У меня растут, я называю это городчик или палисадник, но перед домом местечко. Здесь у меня тоже укроп. Будем добавлять вот эти желтенькие цветочки с клумбы, несколько. Так, потом здесь, это у меня вообще тысячелистник. Все, что было под рукой, что называется. Это у меня рудебекия. А это вот растение сорняк. Я потом напишу в описании, как оно называется. Сейчас просто запамятовала даже. Сейчас будем составлять букет и оформлять красивый букет. Да. Так, ой, какая классная. Бутылка. Она же такая же самая. А, такая же, ну тогда не надо. Если... А горлышко тоже широкое? Да. Ну, она может чуть-чуть поменьше просто. Не надо поменьше. А где этот стул, про который я говорила, пластиковый? Вот он тут в углу был. Посвети мне. Вот он, видишь? Угу. Это спинка и есть... Вот. Он деревянный или он пластиковый? Деревянный, да? Ну, с фанерой. С фанерой. А я думала, он пластиковый, потому что я хотела для улицы. Жалко. Тут даже два их, да? Да. Два стульчика. А вот это интересно, вот от кресла. Это стульчика эти. Это от этих стульчиков Да. были такие на ножках? Да. О, так и надо их отремонтировать. Да. Отлично. Первое, что нужно сделать, это поставить их в водичку. Такой возьмем нарядный кувшин. А потом я расформирую их по отдельности. Да. Нужно отсоединить, удалить лишние листики. Вот эти вот тоже еще, скорее всего, будут расцветать в букете. Повредился цветок. Вообще эти маленькие цветочки я поставлю в маленькую вазу. Здесь удалим отцвевший цветок. Отцвевшие цветочки удаляем. И вот эту вот всю зелень обрывается, чтобы не было запаха в вазе. У меня был у невестки день рождения, они приехали сегодня к нам. Ну, я тут одна, с котиками. Вот, и буду поздравлять ее. Ну, вот решила такой букетик сделать. Я думаю, будет мило, правда? Мило будет выглядеть. Потом посмотрим, какое можно подрезать по высоте. Сначала все поставим. Так, эти желтенькие нужно расформировать. Так, их у меня только 3 штучки. Так, нужно сделать, чтобы весь букет вам был виден. Этот вот большой. Я его отрежу. Я взяла ножницы. Он хорошо ломается, кстати. Так, вот по центру. И опять же, чтобы вам было видно. Ну, сейчас они коснутся водички, оживут. Да, немножко короче.
добавить укропа. Уже пока по центру, потом посмотрим, где еще чего добавим. Вот, или какие, может быть, нужно будет укоротить. Так, потом я вам покажу, как это все будет в композиции выглядеть. Стоят немножко и станут посвежее, конечно, выглядеть. Вот. Вот еще добавим вот такого вот сиреневого. Так, добавим, да. Вот немножко распрямила. Вот так вот еще. Его можно еще формировать. Как-то менять местами. Сиреневые, розовые, желтые. Очень. Не надо ничего снимать. Это что такие широкие доски? Не надо ничего снимать. Подожди. О, видишь? Вот с этой стороны она... Ой, какая она здесь гладенькая вообще. Она какая-то зашлифованная даже. Вот надо, чтобы и с той стороны так сделать. Вот это вот все крашеное снять. Вот сейчас феном снимем. А там достанет, у тебя есть вот такой длинитель длинный? Ребята, я вам показывала, да? Здесь такой гладкий он. Вообще очень гладкое дерево. Вот немножко тут вот есть шашель прошелся. А так, да, такие доски хорошие. Широкие, отлично. Сейчас снимем краску и я покрою лаком. Будет красивый столик у меня. Я нашла у себя банку с лаком. Для отделки деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, также бетонных, кирпичных. Ну, понятно, защищает от грибков, плесени, колируется без запаха. Вот такой вот лак, матовый. Кисть принеси, пожалуйста. Ага, сейчас. Ты уже тут много замазал, смотрю. Но оно же должно, наверное, немножко подсохнуть перед тем, как красить. А слышишь, а ты сказал, что надо песок туда добавлял, да? А послушай, а грунтовать же, наверное, потом надо, да? Глину, нет? Глину не грунтуют? Никто не грунтует. А вот скажи, пожалуйста, вот эти вот пятна вот над окном, смотри. Ну, вон проступили, видишь, я покрасила, а они все равно, вон, видишь, это глина жирная или это, или это гниль какая-то? Не закрасилась, не гниль. Надо закраситься, еще раз надо покрасить. Нет, оно не... Я 2 раза там покрасила. Я не знаю, что это за пятна. Вот на раме, видишь, вот просто сверху. мы средства на бляд том и еще не Ну, так от сырости, ну. Так это может быть какая-то своеобразная, это, гниль? Да нет. А что это проступает? Просто не высохло. Вот, может, можно как-то исправить вот это, да, если ты говоришь, что надо было влажной, да, потом пройтись. Сразу, когда замазала глиной, надо сразу было влажненько ее все так... Типа тряпочкой да, влажной, да, пройтись, да? Затереть. И вот тут такие, как камешки, это может быть просто в глине. Надо вынуть. А, видишь. А хорошо, а как это исправить? Это можно?
попробовать. Да, она выпекла, можно так зачистить. Ну, а чем? Щеткой или наждачкой? Наждачкой или так. Или этой щеткой с металлической щетиной, Не, типа, не нет? надо. Не надо? Ну да, смотрю, ты уже туда. Конечно, быстрее, чем я работаешь. Ну, если что-то, я тогда уже буду сама доделывать, если что-то останется недоделанное. Вот, а вот эти вот места вот возле подоконника, вот такие, смотри, вот такие маленькие. А, да. Это чем? Тоже можно этим же шпателем аккуратненько, да? Пальчиком можно, правда? Да. Ну, здесь вот по этим тоже, вот здесь вот эту дырочку. Угу. Может быть, и там на окне, да, такие разводы, это от глины. Или, может быть, там над окошком жирная глина просто. Эти часики мы нашли в основном доме. Правда, они не ходят, жаль. Я пока замаскировала гвоздь. Подумаем, на какие места здесь, что повесить. Мне написали, что вот эти карнизы 40-х, 50-х годов. А я думала, что это сделал самостоятельно хозяин. Оказывается, такие продавались карнизы. Они со струнами. Я сейчас покажу вам. Металлические две струны. Вот. С крючками. То есть для вечерних штор и для дневных. Для додерончика. И крепеж. А этот столик такой маленький, а за счет столешницы он выглядел более громоздким. Он такой вот малюпасенький даже, так я бы сказала. Но основательные такие доски, конечно, это все натуральное. Вот здесь все такое гладенькое. Рукой проводишь, натуральное дерево. И здесь все гладко зашлифовано внутри. Но только что он покрашен краской. Хотелось бы, чтобы счистить эту краску. Взять, конечно, фен строительный или растворитель краски купить можно. Да, не хватает глины опять, да? Думаешь, это магазинные карнизы? Что я не нашла нигде, кто изготовитель. Как думаешь? Или это сам он все-таки делал? Конечно, сам. Магазин такие не. Ну вот, ребята, будем пробовать счищать краску с этих дверей, чтобы потом их окрасить. Здесь, кстати, не хватает одного элемента. Нужно будет что-то такое вырезать, да? Но мне не хочется
пока менять эти двери. Мне так приятно, вот это такой буквально приятный, милый раритет. Пока поживем с такими дверями. А вот смотрите, основной слой вот этот последней краски уже слупился, чистился слегка, да. Попробуем шлифовать. Вот, вам покажу, что у меня получилось потом попозже. Вот, свежая. Шпаклевка свежая. Вот, нужно пройтись по всем частям, чтобы вот тут все ровненько замазать. Вот, и потом убрать вот эту вот глину, вымыть на полу, конечно. Мне придется, большая работа предстоит после этого. Ну, а потом уже покрасим все еще раз. Хочется сделать, чтобы было ровненько, как первоначальный был вид, да, у них. Потому что мне говорили, что вот эта вот штукатурка, да, это какая-то тоже известь. В те времена продавалась такая звездка, не знаешь? Чем это могли? Здесь глина, солома. Это не глина. Мне вот эта жена печника сказала, что это известь. Не известь, а ну, чем для стены штукатурят обычно? Штукатурка. Ну, а в те времена что? Глина была только соломой. Не, ну-ка, глина была, может быть, это в года 60-е, а позже. С коровьяком. Не-не. Мазанка. А в 90-е годы что, разве глиной? Уже ж делали, штукатурили. Вот, сейчас водичкой, да, чтобы более гладко было. От солнца и от времени краска слущилась частично. Надо легче ее ощущать. Здесь особенно. Здесь проржавевшая завеса. Вот, конечно, надо найти способ или растворитель ржавчины. Друзья, напишите, чем можно зачистить ржавчину или просто покрасить ее краской. Ну, краска будет со временем отходить, но есть же краска по металлу, да? Ну вот как лучше, или растворитель ржавчины потом покрасить, или не заморачиваться, сразу покрасить краской по металлу.
здесь уже сыпется, по-моему, это или серая гниль, или белая гниль. Вот такой вот пепел, как бы, да. Сейчас я пойду маску одену. Ну вот, одела маску. Перчатки. Видите, какая летит. Но это не только краска. Да, молодец, не мочь. Да. А не дотянется у нас этот провод, если два провода соединить, чтобы шлифовальной машинкой? Дотянутся? Да. Отлично. Даже вот здесь вот внизу вот эта дырка. Так, вот здесь вот где плинтус, да? Знаешь, вот эту дырочку заделать надо. Да? Блин, вот. Ага. Туда. Побольше глины. Ну так, чтобы этот плинтус можно было очистить вот тут. Вымыть. Вот здесь вот еще щель, да? Где? Вот здесь вот. В уголке. Ну, вообще. Угу. В углах самое сложное. Ой, я пальцем испортила немножко. Надо подправить будет шпателем. Вот я вам не показывала, как отслоилась краска на потолке. Она падает на пол и на голову. Поэтому я решила ее взять щетку и большой щеткой ее посметать. Вот так вот. Будем пробовать тихонько, чтобы на голову не сыпалось. Вот эти самые крупные куски. Осторожно, не ходи здесь. Хорошо, что у меня есть маска, шляпа и очки. Сейчас все посметают это. Ну вот, друзья, снова мусор.
Я так тщательно мыла полы и не подумала, что придется вот это вот все как бы совсем, ну, выпустила из виду вот про этот потолок, что его ж надо чистить. Так, вот почти чистила по центру. Потом это все подметется, снова помоется. Так, ну и вот кусочек здесь остался, где печка. Я вот сходила, накрыла диван. Вот такая вот накидушка. Кстати, а вот эта штучка называется... А есть кружевные, а есть вот такие штуки, подзоры, которые вешались на кровати. Вот, она таким вот, смотрите, красиво сшита. Я уже говорила, что хозяйка была такая модница, у нее столько платьев висит, осталось в бане. И вот, видно, она заказала такой подзор швее, да? Вот. Я его из полотна, кстати, это не ситис, это какое-то типа смесовое волокно, может быть, лен с хлопком. Вот, еще раз будем, конечно, потом это все перестирывать. И вот такая вот на диванчик очень удобная штука. Вот когда на зиму оставлять дом, можно закрывать этой штукой. Хорошо бы, чтобы вторая еще сохранилась, но не нашла я второй на вот эту котелочку диванную. Итак, сейчас я вот буду вот это еще сметать. Вот, подмету здесь вот это вот все. Ну, результат, ну что мне показывать вам уже результат. Ну, здесь будет почище и на потолке, и на полу, конечно, все.
ковер там работает? Да. Интересно. Насадка, да? Да. Ну, пошла эта рука, эта плесенница, да? Главное не дышать. Можно уже почти, да. Ржавчину оно не берет? Ой, ржавчину берет немножко, да? Попробуй достань там. Жалко, может, сломается? Нет. О, хорошо. Ага. Другая насадка или обороты ты увеличил? Увеличил обороты, да? А, заряжать. А, ясно. Может, ты стань на стульчик какой-нибудь? И там сверху неудобно руки держать. Это ж неудобно на весу работать. Может, на стульчик стань? Ну вот, так на данный момент выглядит снаружи дверь. А так выглядит она изнутри. Вы знаете, очень все гладко. Ну, кое-где вот, где гвозди, понятно, что шершавая. А там, где дерево, все гладко. Ну вот. Да. Здесь немножко можно еще пройтись. Пахнет таким, знаете, как жженым. Вот, и можно красить. Здесь нужно только недостающий элемент прибить.